России призвали закончить войну, немцы хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий, а Илон Маск показал будущее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. РФ могла перебросить истребители МиГ-31К в Беларусь, чтобы нанести удары по военному аэродрому на западе Украины. В чем суть данной тактики? Шольц должен поговорить с Путиным, а Украина сдать территории. Обсудим результаты скандального опроса среди немцев и призывы россиян заканчивать войну. Таким образом, 45% опрошенных поддерживают какой-либо территориальный компромисс. Украина призывала власти Туркменистана не встречаться с Путиным, но тот все равно прилетел в Ашхабад. Это все такие абсолютно прогнозируемые визиты, которые достаточно долгий период времени готовятся. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Крыму продолжают бороться с последствиями серьезного пожара на нефтебазе. Морской нефтяной терминал в Феодосии начал пылать еще в понедельник, 7 октября, после успешной атаки ВСУ. Несмотря на то, что оккупационные власти постоянно заявляли о контролируемой ситуации и работе МЧС, накануне возгорание достигло невероятных масштабов. Местные жители публикуют кадры в телеграм-каналах и уверяют, что пожар только увеличивается. Аксенов, который считает себя главой Крыма, сообщил, что произошел выброс горючих материалов. Зона эвакуации не расширяется. Кроме того, российские пропагандисты уверяют, что такой пожар на нефтебазе никак не повлиял на концентрацию вредных веществ в воздухе. Превышения нормы якобы нет. Уже в пятницу утром также появлялись сообщения, что ни столба дыма, ни столба огня над нефтебазой уже нет. Как ранее рассказывала команда «Нехта», в Генштабе ВСУ называли удар по этому терминалу не случайным, так как это был крупнейший объект по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались для обеспечения потребностей армии РФ. Власти Туркменистана проигнорировали призыв украинского министерства иностранных дел не встречаться с Путиным. В Киеве напоминали первым лицам этой страны, что российский диктатор является подозреваемым Международным уголовным судом, который и выдал ордер на его арест. Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, который развязал войну в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови. Несмотря на это, Путин таки прилетел в Туркменистан, где у него запланирован ряд встреч, в том числе и с президентом Ирана. О том, как и куда теперь может позволить себе путешествовать Путин, учитывая ордер на арест, и кто сможет отправить его за решетку. Эти вопросы мы обсудили с политологом и доцентом кафедры парламентаризма Учебно-научного института общественного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Игорем Рейтеровичем. Конечно, никто Путина арестовывать не будет. То есть надо понимать, что он и ездит в те страны, от которых имеет даже не 100, а 150% гарантию, что никаких действий такого характера по отношению к нему совершаться не будет. Поэтому это все такие абсолютно прогнозируемые визиты, которые достаточно долгий период времени готовятся. И, соответственно, когда они уже проходят, все заявления касательно арестов, касательно юрисдикции Международного криминального суда, к сожалению, это не больше, чем слова. Могут быть, конечно, какие-то определенные последствия, но, как мы видим на примере Монголии, даже эти последствия очень сильно растягиваются во времени. Там до сих пор идет определение вообще степени ответственности Монголии, почему она это не сделала, почему она не отреагировала так, как должна была отреагировать. И вот в контексте этой бюрократии перед Путиным какое-то определенное окно возможностей открывается. Оно, я сразу скажу, очень-очень небольшое. Так что следует ожидать еще, наверное, нескольких каких-то визитов в далеко не первые страны, при всем уважении, да, к этим странам, куда Путин, соответственно, отправится.
Большая часть немцев хочет, чтобы Олаф Шольц возобновил контакты с Путиным, а Украина уступила России свои территории. Такие статьи в немецкой прессе появились накануне визита Зеленского в Берлин. Специальный опрос среди жителей страны был проведен по запросу немецкого издания ДПА. Его результаты говорят о том, что 59% немцев выступают за то, чтобы между Шольцем и Путиным состоялся как минимум телефонный разговор. Только 26% против. Кроме того, большая часть граждан Германии выступают против того, чтобы дать возможность Украине наносить удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ. Невелик процент и тех, кто считает, что Украина не должна отдавать свои земли России. Примерно 39% считают, что Украине не следует отдавать свои территории, в то время как 22% предлагают отказаться от Крыма, который Россия незаконно аннексировала 10 лет назад. Еще 23% полагают, что Украине следует сдать территории, оккупированные Россией с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Таким образом, 45% опрошенных поддерживают какой-либо территориальный компромисс. Что думаете о таких показателях и взглядах немцев, в том числе учитывая исторический контекст? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями в наших комментариях. Тем временем российские пропагандисты уже несколько раз, как минимум за последний месяц, в прямом эфире призывают закончить войну. На этот раз они считают, что только окончание так называемой СВО может улучшить демографическую ситуацию в РФ. Налог на бездетность демографию не исправит. Да вы знаете... Мы находимся в этом смысле в ловушке, потому что нет понимания, что исправит демографию. Как вариант, да, самое очевидное, окончание специальной военной операции исправит демографию. Вот. Тем временем официальные лица Украины и РФ открыто не говорили об остановке войны. В Киеве напомнили о формуле мира, в Москве заявили, что им не поступало серьезных предложений по завершению войны. И Зеленский продолжает свои официальные визиты по Европе после того, как заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» пришлось отменить из-за ураганов США. Напомню, что на «Рамштайне» Киев должен был озвучить то, что сейчас необходимо стране для дальнейшей борьбы с российской армией. Тем не менее, уже лично Зеленский говорит об этом с европейскими лидерами. Издание «Политика» пишет о турне украинского президента и оценивает шансы Зеленского на получение положительных ответов на те просьбы, с которыми он поехал. Первый вопрос – это путь Украины в НАТО. Авторы издания уверены, что шансы на успех невелики – 1 балл из 5. Второй вопрос – защита украинского неба. Президент хочет, чтобы Польша и Румыния своей ПВО защищали запад Украины, и плюс Киев хочет получить больше систем ПВО. Шанс на успех по версии «Политика» 4 балла из 5. Третий вопрос – право на удары по территории России. Авторы издания считают, что шансы минимальны – 1 балл. Четвертый вопрос – это возвращение к вопросу о передаче Берлином Киеву ракет «Таурус». Также шансы минимальны. И последний вопрос, который должен обсуждать Зеленский – развитие украинской оборонной промышленности. «Политика» считает, что это самый удачный вопрос для Украины, и западные лидеры к этому готовы. Оценка получить положительный результат – 5 из 5. Так ли будет на самом деле и с каким результатом Зеленский вернется в Украину, эти вопросы мы также обсудили с политологом. Я думаю, что некоторые оценки, которые дают журналисты, они, в принципе, близки к истине. Но я, например, думаю, что ситуация с разрешениями на нанесение ударов дальнобойным оружием, она несколько другая. Здесь как раз вероятность есть, и вероятность достаточно высокая. Хотя касательно пункта, там, например, вступления в НАТО, в принципе, тут мало есть сомнений, что речь может идти только о каком-то политическом заявлении, и не больше. И это заявление, оно будет носить очень такой декларативный характер. Зеленский получил очень неплохую возможность встретиться со всеми европейскими лидерами, презентовать им в том числе план Украины, поэтому можно сказать, что как минимум хорошо выполнена уже подготовительная работа. Так они должны были его обсуждать все вместе, так это получилось по отдельности, но к тому времени, когда пройдет таки встреча Байдена и европейских лидеров, я думаю, что она рано или поздно состоится, все в принципе будут уже в курсе, что предлагает Украина, уже, возможно, внесут какие-то свои коррективы, выскажут, возможно, какое-то свое видение, оно будет там учитано либо не учитано, и будет принят какой-то общий документ. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Армия Лукашенко нанесла авиационный удар по колонне автомобильной техники, которая имитировала групповую цель. О таком сценарии успешных учений отчиталось ведомство Хренина. В Минобороны Беларуси говорят, что задействовали для этого вертолеты Ми-35. Тем временем у Лукашенко не пишут о другой активности в воздушном пространстве республики. Например, мониторинговые каналы как Беларуси, так и Украины сообщают, что утром 11 октября 2 дрона «Шахед» из России могли залетать на территорию Беларуси. Однако дежурная авиация не поднималась. Кроме того, напомню, что по данным мониторинговых каналов, из России в Беларусь впервые за 1,5 года прилетели носители ракет «Кинжал», как минимум 2 истребителя МиГ-31К. Военные аналитики говорят, что РФ может попытаться нанести удар кинжалами с воздушного пространства Беларуси по украинскому военному аэродрому в Староконстантинове на западе Украины с целью обойти мощные системы ПВО в центральной части страны. Если они перебросили на Мачулище, с Мачулищ самолет может взлетать, выходить на пусковые рубежи севернее Староконстантинова. То есть заходить с Беларуси, севернее Константинова, Староконстантинова, обходить этот рубеж перехвата в районе Киева, там где патриоты стоят. Вот это может быть маневр, который, ну, это самый худший вариант, который может быть. Его как технически нельзя сбрасывать со счетов. Вопрос к Лукашенко, то есть к этому режиму оккупационному белорусскому. Пропустит он этот удар или нет? Почему? Потому что если он пропустит, то это будет считаться вступление, уже непосредственное вступление в боевые действия на данном этапе. Потому что они то же самое сделали в 2022 году, когда пропустили через свою территорию российскую армию, которая зашла. Илон Маск решил показать будущее и представил беспилотное такси и роботов-домохозяек. Новые разработки американского предпринимателя и гендиректора Теслы называются Киберкап и Робован. В частности, Киберкап – это электромобиль, в котором нет ни руля, ни педалей. Стоимость менее $30 тысяч. А вот автомобиль Робован – это мини-бус, в котором могут поместиться 20 человек. Водителей, педалей и руля в нем тоже нет. Маск также показал и человекоподобных роботов Optimus, которые готовы взвалить на свои плечи все домашние хлопоты. Стоимость такого помощника от 20 до 30 тысяч долларов. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.